Всем привет! Сегодня хотел поделиться небольшим, небольшим блэкбоксом а, и потом сделать, возможно, туториал по нему. Мне кажется, это будет довольно показательно. Это простейший, мы видим, называется это каунтер или счетчик, ну или таймер. В принципе, одно и то же. Но давайте сделаем обычное телодвижение. Edit on the fly for the settings. И здесь есть, нужно пикнуть для него некие кастомные шейпы, которые GeoInstance. То есть у меня здесь есть, собственно, циферки, которые нужно пикнуть. Вот они. Ну, надо их выделить по одному, порядок имеет значение. Вот, поэтому с 0 до 9, pick object, h, pick. Blank это для пустого места, ну, если вам нужен он. И здесь label еще. То есть еще может быть какой-то текст написан. Ну, у меня вот процент. Ну, соответственно, писать можно все что угодно. Ну, собственно, все. Смотрим. То есть вот они. Появился счетчик. Давайте посмотрим, какие у него параметры есть. Ну, он привязан сейчас к этому. Давайте пока свернем. Привязан к хелперу. Ну, мы видим, что сейчас считает от 0 до там указанного числа. За 100 кадров проходит полный цикл. То есть мы видим, что вот в 100-м уже все закончилось. Соответственно, число digits это число разрядов. Соответственно, мы видим, что... Ну, тут с таймером понятно, можно ничего не объяснять. Соответственно, если вбить там какие-нибудь другие числа, то будет обратный отсчет. Вот. Ну, как бы таймер cycle, понятно, это цикл, за который он считает. Его, во-первых, можно сделать начало отсчета там, ну, чтобы он не с нуля начинал считать, а с неким отступом, там, не знаю, допустим, с 25 кадра, да. То есть мы видим, что до 25 все стоит, потом бам, начался отсчет. Вот. И, соответственно, когда он закончил отсчет, он стоит на последнем end number, но можно сделать loop. То есть он будет как бы без конца повторять. Что здесь еще? Ну, digits понятно, число разрядов. Kerning это kerning, соответственно. Timer state, timer circle, cycle, как бы понятно. Timer loop тоже понятно. И у него как бы и какие-то некоторые режимы. То есть сейчас он в режиме таймера работает. Random это он просто генерит какие-то просто случайные числа. Change probability это частота, с которой он их генерит. То есть там если поставить, не знаю, 500, то они будут очень быстро меняться. Если поставить до 1000, по-моему, это значение. То есть если поставить 50, то довольно реже. Вот. И еще может показывать velocity партикла. То есть, в принципе, это довольно прикольно. Но сейчас velocity у партикла, а здесь в центре есть партикл, рутовый, root. И он нулю равен, поэтому они все черные. Вот. И если зайти внутрь, то в главный вот этот ассет видно, что я вынес вот эту группу roots наверх. То есть у меня все внутри. Это сделано для того, что если у вас уже есть какая-то готовая система, вы можете взять любые другие партиклы и подать их вот сюда и по ним народить эти цифры. Вот, ну давайте зададим какую-нибудь скорость. Не знаю, 30.
Ну вот мы видим, что они куда-то полетели. Показывает, соответственно, 30. Понятно, что можно сделать... Сейчас у нас рождается один партикл, можно сделать там... Ну, то есть это просто партиклы, и на каждом партикле как бы сидит эта система, то есть на каждом партикле нарождаются эти цифры. Давайте уменьшим количество разрядов. Пусть будет 3 разряда. Ну, сейчас скорость почти не меняется, но там мы видим, что там какая-то погрешность. Но вот если variation задать, там, не знаю, 100, то мы видим, что ну, иногда бывает полезно видеть скорость партиклов. Я видел кастомную написанную скриптовую ноду для этого. Один знакомый написал, но то есть, это один из побочных применений этой системы. Но сейчас скорость никак не меняется, поэтому все довольно грустно. Давайте каким-нибудь friction какой-нибудь создадим, чтобы хотя бы она замедлялась. Это у нас roots particle, и давайте dynamic friction. Вот, friction. И сейчас она должна, по идее, меняться. Ну вот мы видим, что... Так, что-то их много. Давайте снова один сделаем, particle. Все. Ну, в общем, такие режимы. Еще какие здесь возможности? Ну, во-первых, понятно, что можно, то есть, рождать это по массиву партиклов. Там давайте сделаем какой-нибудь plane. Стандарт plane. Ось 50. И эти рутсы мы давайте раскидаем по этому плейну. Ну, давайте сделаем их, не знаю, 30. Ну, они сейчас летят еще. Давайте скорость 0. Ну, то есть это можно как-то использовать для инфографики. Давайте сделаем какой-нибудь рандом. Вот. Ну и мы видим, что там как-то меняются эти цифры, немножечко подтормаживает, потому что все-таки это геометрия. Я просто делал вот такой файл. Такая у меня была задача. У меня была задача сделать некую иллюстрацию падения курсов на бирже. Мы видим, что они тут перелистываются. Это там для пущего драматизма отваливаются эти циферки, и при там достижении снижаются все эти параметры, при достижении какого-то критического значения они становятся красным. Вот. И, собственно, все. Вот. Ну, то есть делать такое, генеря какие-то секвенсы там в AE, это было бы проблематично. Вот. А с этим каунтером все довольно быстро и легко. Ну, то есть давайте вернем обратно. Position. Сделаем один particle. Таймер. Что здесь есть еще? Если посмотреть
Так, давайте удалим это. Если заглянуть, где назначается shape, мы видим, что всему этому делу назначается некий vertex color. Соответственно, то есть если взять, переключить это все, показывать, отображать vertex color, то мы видим, что по мере того, как таймер меняется, vertex color меняется там от черного до белого. И, соответственно, можно это использовать, допустим, давайте материалы. Где там мои эти инстансы? У меня уже есть на них материал. Материал выглядит как вот такой градиент рамп, и здесь стоит vertex color channel. Вот, и, соответственно, давайте вернем их обратно, там, с нуля до, не знаю, пусть начинается с нуля. Ну, то есть, если вначале отрендерить, то вот они зеленые, потом отрендерить где-нибудь здесь они желтые, и где-нибудь в конце они красные. Ну, собственно, вот это был такой тизер. Вот, я расшарю Blackbox. Этот можно поковыряться его, посмотреть, как он устроен. Но я думаю, что я сделаю по нему туториал, потому что, мне кажется, мне удалось несколько довольно интересных решений найти в данном Blackbox. Вот. Поэтому, скорее всего, я сделаю туториал.